Здравствуйте, мои дорогие, мои ведьмочки, мои волшебники, мои любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Следующая глава вашей жизни». И у нас на Таро ведьм будет 4 позиции. У меня несколько Таро ведьм, как вы заметили, да? Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, давайте доставать наши карты и раскладывать 4 позиции. Первая карта на позиции всегда – это вы, да? Сегодня это будет ваше душевное состояние, в каком аркане находится ваше настроение, да? Итак, перемешиваем наши карты. Перемешиваем, и выпадает карта оттуда. Значит, это и есть послание высших сил. 7 мечей. Высшие силы просят, чтобы ваши ближайшие планы вы никому не докладывали, не рассказывали. Постарайтесь молчать о том, что вы задумали, и это все сбудется. Делайте все тихо. Никаким там друзьям, знакомым, подружкам, родственникам, мужу, жене, если вдруг даже бывает и им нельзя говорить, если какие-то у вас свои именно планы. Все это молчите, никому не рассказывайте и действуйте из-под тишка, и все будет хорошо. То есть, если вы тихо сработаете, все сбудется так, как вы хотели. Уносите тихонько мечи из лагеря. Постарайтесь именно тихонечко, шепотком, тихими шажками, да, помаленьку, и вы выйдете из любого кризиса, из любой проблемы. А мы сейчас узнаем следующую главу вашей жизни. Что там за глава будет новая? Итак, раскладываю ваше настроение. Карты вашего настроения сегодня. Карты вашего настроения. Так. Что у нас тут за настроение? Давайте искать. Давайте сегодня наперстки опять возьмем, да? Итак, первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. И 4-я позиция. Выбирайте, какой наперсток вам больше понравился. Или просто по первой карте вы можете посмотреть первые карты каждой позиции и понять, какое у вас настроение. То есть по настроению выбирать дальше, что будет. Да? Хорошо. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю. Первую карту, которую убираю в сторону, мне не нужно подделывать, потому что это ваше настроение. Что его подделывать? Кто-то говорит, почему вы убираете карты? Вдруг вы их подменили? А зачем мне это? Расскажите. Котик. Итак, наперсток с котиком. Давайте смотреть, какое у вас настроение. Какое у вас настроение. Карта смерть. Убитое, что убитое настроение. Бывает такое, кризис у человека. Случилось что-то, чего было совершенно невозможно избежать, и вы расстроены. Или испытываете просто из-за этого стресс. Да? То есть не обязательно расстроены, но стресс есть. Сейчас стресс, действительно. Или вы прощаетесь с кем-то, с чем-то. Может быть, кто-то уехал куда-нибудь, там, не знаю, может быть, вы уволились с работы, решили сами переехать, там, с родным домом, да, прощаетесь там, или еще что-то такое. То есть, или пережили недавно расставание, и у вас поэтому карта смерти, настроение выпало. То есть, мол, что-то оборвалось, случилось нечто, чего было нельзя предотвратить, и, значит, с этим только придется попрощаться, смириться. Ну, то есть, конечно, это не очень приятно иногда бывает, но, значит, начнется новая жизнь. То есть, это карта трансформации. Она говорит о том, что когда ты отпускаешь, действительно в твою жизнь входит что-то волшебное. Иногда мы не замечаем это волшебство. Нам кажется, что все оборвалось, все плохо.
и никогда не станет теперь весело, хорошо, там, счастливым я не буду, да, вот когда особенно что-то случается, кажется, что ну все, конец. У меня много раз так было, и это бывает у каждого человека, я уверена абсолютно. Но здесь мы все-таки видим такую, знаете, волшебницу, и она смотрит на нас как будто бы глазами, не знаю, космоса, да, она смотрит на нас в самую душу. И мы понимаем, что вы где-то вот внутри себя, вы знаете, что можете дальше жить, и все когда-то наладится. Но просто вы иногда не хотите этого как будто признавать. А еще чувствуете философский смысл происходящего в вашей жизни. И какой-то кармический смысл, сакральный смысл, опыт. Принимаете опыт. Вы знаете, что все в этой жизни опыт. И, соответственно, вы знаете, что ну, можно это все пережить. Можно. Просто нужно включить желание, да, этого. То есть я хочу, я желаю это пережить. Я желаю, чтобы это закончилось и пережить. Вот, то есть, что во мне внутри закончится привязанность к прошлой истории, к прошлой ситуации, да. Хорошо, давайте теперь опишем следующую главу вашей жизни. Вот что теперь важно. Что-то новое, что войдет в вашу жизнь, это важно. То есть одна глава явно закончилась, карта смерть. Та глава точно отпала. Только новое идет в вашу жизнь, все другое, да. Ну да, колесница, вы куда-то поедете, может быть. Карта часто показывает смену места жительства, поездки, переезды, путешествия, но чаще всего именно дальние расстояния, другие города, другие страны и длительные переезды, разъезды. Следующая глава вашей жизни начинается с такого путешествия. Следующая глава – это переход, переходная глава, когда тебе нужно встретиться с чем-то кардинально невероятно новым, поменять свой образ жизни. Но и эта карта очень яркая, целеустремленная. Здесь мы мчим на олене на всех парусах. Мы знаем, что мы ведем за собой духов, да, и мы знаем, что мы можем отбить у этой жизни все самое лучшее для себя. То есть мы можем стать победителями. Поэтому не только переход, новая глава вашей жизни, это не только переходное состояние, это еще и состояние полной победы, достижения цели. Вот видите, следующая карта, 8 кубков, да, вы уходите. Вы куда-то уходите. Там, где вы были, вы могли себя на своем месте, не чувствовали себя полностью счастливыми. Или вы понимали, что когда-то вы пойдете искать именно себя, свое предназначение. И вот этот момент наступил. Может, вы слишком долго тянули с этим моментом, и потому жизнь сама распорядилась, чтобы ваше прошлое осталось за плечами раз и навсегда, и вы ушли в новое будущее. Вы действительно жили все это время как будто бы просто не своей историей. Вы могли быть довольны, вы могли как сыр в масле кататься, но как будто бы в подсознании всегда сидел червячок и говорил вам о том, что все-таки это не ваше. Что-то, где вы находитесь, да, это не ваше. И да, вам нужно отправляться в путь. То есть карты говорят, что новая глава вашей жизни – это этот новый путь, это эта новая дорога. И да, мы видим здесь отшельника. Дело не в том, что ваш путь одинок. Дело в том, что ваш путь – это путь духовного развития. Здесь мы видим, как будто бы вокруг очень много людей, очень много. И эти люди даже как-то совершенно как будто бы активны, да, вот кажется. Или это души, духи. Но сам факт, что отшельница, она точно знает, что нужно и как действовать, понимаете? Она точно идет по наитию, но при этом ее интуиция работает на 100%, и она знает свое предназначение и куда ей идти, каков ее путь. И она знает, что она будет освещать этот путь факелом,
и многие пойдут за ней в итоге, просвещаться, да. Да, она в каком-то смысле первопроходец в этом пути. Да, она может слышать то, что не слышат другие люди. Но при этом ей нужно освещать путь для других, которые пойдут все-таки по ее тропе. И вот у вас вы найдете свое счастье, вы откроете новые дороги, пути для себя, новые места. И будете прям первопроходцем для тех, кто пойдет за вами. Когда вы будете осваивать это новое место, когда вы будете жить в другом месте, те, кто похож на вас, потом сделают абсолютно то же самое и станут такими же счастливыми. А вы им скажете, как и что делать. То есть прямо весь алгоритм действий повторите для них. И запишите, может быть, даже все куда-то, на бумагу, на видео, там, я не знаю. То есть вы их научите, как основаться на этом новом месте. Да, это глобальный переход, это глобальный переезд или глобальный переход, там, не знаю, куда-то. Но для вас это очень важно, потому что вы несете миссию Творца, вы несете миссию просветителя для многих. Ну вот такая первая позиция у нас. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Наши совы. Следующая глава вашей жизни. И первая карта — это ваше настроение. Двойка пентаклей. Ну, настроение, с одной стороны, игривое, веселое. С другой стороны, вы очень хотите показать свои способности другим людям. Вы хотите показать, насколько вы талантливы, может быть. Или насколько вы хороши. Также это карта явного флирта. Может быть, вы сейчас в жизни с кем-то флиртуете, заигрываете, вам весело. И, может быть, много даже говорите с людьми. Также эта карта показывает, что вы ждете своего корабля, и вы в предвкушении какого-то длительного, нового, яркого путешествия. Конечно, это очень позитивное настроение и оптимизм, вера в будущее. И, конечно же, это вера в себя. Вы знаете, что вы в чем-то очень-очень хороши по сравнению с другими людьми. И вы знаете, что, возможно, вас еще не оценили по достоинству до самого конца. Но как будто бы это предстоит, чтобы вас оценили. И поэтому вы всячески показываете, кто вы, что вы и на что вы способны. Так, смотрим теперь тогда, если вы себя узнали, следующую главу вашей жизни. Иерофант. Иерофант буквально показывает многорукость богини. И это значит, что вы будете очень многофункциональны. Вы будете делать одновременно несколько вещей, и вам будет в этом смысле комфортно. Также карта показывает трон, пусть и иерофанта, но трон, пусть и состояние богини, но все-таки это состояние высшее. Поэтому вы для многих можете быть примером для подражания. Вас действительно оценят по достоинству. Вы можете учить других людей, вы можете просвещать других людей и также вести их за собой, давать им ценные мысли, давать им спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. И также, конечно, вам придется делать очень много дел одновременно. Очень-очень много. Следующая карта — тройка кубков. Это очень счастливый, яркий период вашей жизни. Вы действительно цветете, вы действительно покажете свои истинные способности очень многим людям. И это изобильный период. Люди окружат вас, и вы будете счастливы. Счастливы вот в этой изобильной энергии, да, многочисленных людей, которые на вашей стороне, которые являются вашими друзьями, сподвижниками. Вы вместе можете что-то организовывать, собираться, общаться. Для вас это будет центром вашей деятельности. Соответственно, вы будете радоваться этому, будете счастливы от этого. Тройка кубков, она показывает близящийся праздник. Может быть, в вашей жизни наступает период богатства, процветания, а может быть, просто период постоянных праздников. Вот знаете, бывает такое, что праздник идет за праздником. Там собрание друзей за собранием друзей, родственников.
То есть постоянное общение, постоянно ты в центре внимания, постоянно нужно что-то вот с людьми вместе делать, да. То есть вот такой период прям яркий очень, позитивный. Вы будете постоянно смеяться. И следующая карта будет башня. Башня показывает, что вы сломаете одно и построите другое. После всех этих праздников, радостей, вы поймете, что пора вот ломать ту негативную крепость, которую вы выстроили для себя, вот как ограничение, тюрьма, я не знаю. И выстроить на этом месте что-то совершенно кардинально новое. Башня — это такая карта, она идет после дьявола. Почему она там идет после дьявола? Почему за 15-м арканом идет 16-й? Башня. Потому что дьявол — это вас взял огромный черный дьявол и поместил в заточение. Причем в заточении находитесь по своей воле. Вы надели на себя цепи, заключили с ним контракт и служите ему. Следующий этап — башня. Вы берете и все рушите. Почему? Потому что вам надоело быть в этом подчинении. Потому что чья-то манипуляция достала вас. Потому что вы не хотите больше никому прислуживать. Башня здесь может буквально означать строительство нового дома, переезд, работу на себя, смену работы, да, на свой бизнес. И также башня может означать, что вы выходите из-под влияния какого-то очень негативного человека. Но для вас это будет дикий кризис. Потому что, как ни крути, когда мы живем под чьим-то началом, в чем-то нам удобно, в чем-то очень неудобно и некомфортно, но почему-то мы за это держались. Поэтому вы перестанете явно за это держаться. И да, это будет для вас кризисным моментом. То есть после этого вы, долго будете восстанавливаться. Однако это необходимо, потому что больше так невозможно было жить под чьим-то началом, манипуляцией, под чьим-то, так скажем, командованием, пользованием. И я так понимаю, что поток изобилия позволит вам это. То есть, когда у нас есть какой-то запас денежный или поддержка, друзья, конечно, легче избавляться от манипуляторов в жизни. Вот такая позиция номер 2, она мне тоже очень понравилась, такая прям позитивная, я бы сказала. Даже башня здесь позитивно сыграла. А мы идем дальше к позиции номер 3. Новая глава вашей жизни. Итак, ваше настроение сегодня. А ваше настроение — это 9 пентаклей. Почитать, посидеть. Читает же мужик. Или это ведьма такая. Это нет, это не мужик. Это ведьма, просто она такая немножко странно выглядит, да. Сначала подумала, что это ведьмак. Может быть, это и ведьма. Тут непонятно, правда, да. Может, это и бусы говорят с серьгами о том, что это женщина. А лицо мужское, тапки мужские. Посмотрите, даже балахон мужской. Хорошо, мы читаем-с. Мы читаем-с, и это главное. Стабильное состояние, спокойное, уравновешенное, углубление в себя, развитие сейчас у вас идет. Вот знаете, такое какое-то вот прям гармоничное состояние внутреннее. То есть ничего такого прям не тревожит вас, не беспокоит так сильно. Если и беспокоит, то вы это пока отодвинули на второй план, чтобы просто посидеть с самим собой или самой собой и почитать там, развиваться вот так, да, там поизучать что-то. Да даже элементарно там книжка, роман, да, что угодно. Вот. Просто человек как-то вот сел такой и успокоился. Уравновесился. Вот. Поэтому, да, настроение спокойное здесь 100%. И всего, в принципе, в жизни должно хватать. Хорошо. Настроение поняли. Если вы себя узнали, идем дальше, да? То есть вы как-то вот так вот сели и читаете, успокоились, да? Новая глава вашей жизни. А что там? Что там в этой новой главе? Что начнется, да? Узнаем. 10 пентаклей. Это семейная глава в жизни. Это силы рода будут очень сильно поддерживать вас, улучшится в разы материальное положение. И, естественно, появится какая-то стабильность, уверенность в будущем, уверенность в завтрашнем дне.
Также карта, естественно, говорит о том, что вы будете окружены близкими, вашей семьей, людьми, которые вас любят. И можете очень долго, длительный период жить в этой карте или, ну, как вот в этой новой главе жизни, где у вас есть процветание. То есть эта карта, она часто показывает именно очень хорошее материальное положение, и так люди могут жить долго, годами в семье, там, с хорошей работой, с хорошим достатком, да, то есть вот такая карта, она прям очень-очень замечательная. И получается, что вы уже в девятке пентаклей имеете настроение, да, то есть карта говорит о том, что у вас есть денежная энергия, потоки изобилия открылись как-то, да, вот, может быть, недавно в вашей жизни. И процветание, оно идет к вам, ну, так скажем, еще более высокий уровень идет к вам процветание. То есть добавляется деньги к деньгам, да. То есть денежная изобильная энергия, она будет работать на вас полностью. Так, следующая карта. Следующая карта Король мечей. Она показывает, что в вашей жизни в новой главе есть какой-то мужчина, возможно, знака воздуха, или просто вот у него какая-то такая, ну, логика на высшем уровне, разум, да, вот такой характер, как бы твердый, волевой. Но в любом случае этот человек вас воспринимает как кого-то своего и, соответственно, проявляет к вам добрые чувства, ответственность, защищает вас. И если вы мужчина, вы можете играть роль короля мечей, то есть того, кто, ну, отвечает за окружающих, проявляет постоянно силу воли, характер, на стороне является справедливости и закона. Если же вы женщина, рядом с вами будет такой мужчина, который будет во всем стараться вас поддерживать. Но в то же время не ждите от него сюси-муси, да. То есть понимаете же, что характер не мягкий, а жесткий. Но в любом случае, зато этот человек старается говорить правду и старается соблюдать законы общества, законы и порядок, да, поддерживать. Дисциплинированный человек может окружающих дисциплинировать всех, может дать энергию созидания, если вы, допустим, не организован, он может вас организовать, и вы будете жить в энергиях созидания просто потому, что вы, наконец, организованы так, как надо. Следующая карта, видите, опять же, семейная, десятка кубков. У вас две семейные карты, десятка пентаклей, десятка кубков. То есть здесь это видно, что ваша новая глава жизни именно связана с очень стабильной семьей, с хорошим материальным положением. И что именно вот за счет этого мужчины на вашем небосводе заиграет радуга после дождя, да. Может быть, прошлый период жизни у вас был такой более тяжелый, а сейчас это именно вот как у Христа за пазухой говорят, да, спокойный период жизни, где ничего такого страшного не происходит, а наоборот, все хорошо, все замечательно. Ну вот кто такой король мечей, опять же, да, это может быть врач, учитель, директор, военная профессия, юрист, полицейский, что-то строгое, понимаете, даже пожарный, там, спасатель. То есть все равно какая-то профессия регламентированная, я считаю. Тот, кто должен действовать согласно закону и, ну, соблюдать порядок. И, может быть, с таким человеком, конечно, семья очень такая хорошая. Почему? Потому что он же зарабатывает обычно. Он старается соблюдать семейные какие-то устои, традиции, заводит даже свои традиции. Для женщины это лучшая семья, да, с таким человеком. А вот для мужчины, да, придется выполнять эти функции вот такого вот очень стабильного, правильного человека с хорошей профессией или с хорошим там началом, да, начинанием в жизни, или там то, что вы под свое начало берете людей, там, да, они у вас в подчинении. Но в любом случае это приносит благосостояние и, конечно, большое счастье для вас и для членов вашей семьи. Ну, я считаю, что новая глава вашей жизни просто прекрасная, наилучшая из всех пока позиций. Потому что здесь явно такой вот
тихое счастье. Но именно в этом счастье человек себя чувствует наиболее комфортно и хорошо. Вот, ну хорошо, давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше. Следующая, 4-я позиция. Следующая глава вашей жизни. И первая карта — это настроение ваше сегодня. Это 2 жезлов. Ну, 2 жезлов, она показывает, что вы наблюдаете, что вы сейчас тихий такой человек, спокойный и наблюдательный. Да, именно наблюдение идет. Ну, в любом случае, вам может быть немножко скучно в жизни. Как бы не хватает яркости бытия, каких-то интересных событий. Но и также вы можете смотреть вдаль и планировать что-то, какую-то, ну, может, поездку, или какие-то осваивать хотите новые горизонты. Вот. Хотите попрощаться с прошлым, встретить новое будущее. Может, для этого и расклад смотрите. Для вас жизнь будет только интересной. Пока ничего как будто интересного такого не происходит, то, что вы бы хотели. Жизнь будет именно для вас просто более интересной. В скором времени. Вы этого ждете. Но еще пока это не сейчас происходит. Сейчас мало событий. Вокруг вас мало вертится людей. Нет столько энергии. Я не говорю, что вы истощены. Нет. У вас хватает. Но и нет избытка. Понимаете? Вы наверняка сейчас не тот человек, который готов делиться. Скорее, вы отворачиваетесь от людей на некоторое время. Но, скорее всего, ждете, что скоро все изменится к лучшему. Или просто станет в жизни больше активности. Хорошо, если вы себя узнали, давайте смотреть следующую главу вашей жизни. Что же там будет такое, да? А там у нас 7 кубков. Следующая глава вашей жизни — это какая-то эйфория. Первое, что тут может быть, это то, что вы, ну, испытаете влечение к кому-то, или кто-то испытает влечение к вам, и вы не будете знать, что с этим делать. Карта, она всегда показывает, что человек мечтает, человек строит какие-то иллюзии, витает в облаках, думает о ком-то. Ну и также это может быть творческий процесс, фантазия. То есть следующий этап вашей жизни может быть, как сказать, новое творчество, фантазия, новый проект, связанный с этим. У кого что? Давайте смотреть дальше. Интересная карта такая, на самом деле волшебная. Волшебная. Так, дальше у нас королева жезлов. Вот если все-таки говорить не о любви, а о созидании и творчестве, то все логично. Королева жезлов показывает, что вы начнете создавать что-то, и это принесет вам большие результаты и деньги. Вот понимаете как? Ваша фантазия может быть вам на руку, если вы действительно ее продемонстрируете другим людям. И, конечно, в этом новом этапе жизни будет яркость, люди оценят вас по достоинству, и вы сделаете себя, свой имидж, свой новый бренд, может быть. Карта, она показывает большую самостоятельность, даже предпринимательство. Поэтому на новом этапе жизни вы можете стать хозяйкой или хозяином бизнеса. Но если это все-таки касается большой влюбленности и эйфории от чувств, королева жезлов говорит о сильнейшей страсти и о том, что вы ради этих чувств поменяете себя очень сильно и буквально даже измените полностью внешность в лучшую сторону и будете, ну, очень собой довольны. Прям очень-очень поухаживаете за собой, сделаете над собой усилия. Создадите свой новый, совершенно иной образ, чем он был. И эта новая глава вашей жизни будет просто освещена этим новым образом. Многие будут восхищаться вами, многие будут завидовать вам. И, конечно, опять же, человек тут сделал себя сам благодаря своей любви, благодаря своим отношениям, влюбленности, да, в кого-то. И, соответственно, применил силу воли и силу Творца над собой, да, над своим телом, над своим образом. И, соответственно, это тоже творческий процесс такой невероятный. И я думаю, что после этого могут быть какие-то прям прорывы в жизни, такие серьезные. Вот, звезда упала.
Если упала из колоды звезда, это как на небе звезда падает, загадай желание. Карта говорит о том, что какая-то ваша мечта явно сбудется. Ну и также вы станете очень популярны, вы станете настоящей звездой. Творчество ли вы задействуете, либо творческую любовную энергию для того, чтобы сделать себя другим человеком, вот совершенно, который вам очень нравится, да, который блистает на сцене, но в любом случае вы станете известны. Ну и просто звезда говорит о том, что исполнится ваша давняя мечта, ваше же какое-то невероятное желание, которое вы очень хотели же исполнить для себя. И какие-то действительно ваши могут быть и творческие проекты, и любовные проекты. Они могут воплощаться в жизнь. Звезда упала, загадай желание, и она сбудется в скором времени. Будет настоящее волшебство, да? Когда из колоды падает звезда, это говорит о том, что вы благословлены высшими силами. И они очень хотят, чтобы вы были счастливы. Вам идет это вот чудо, да, в жизнь, какое-то чудо. Десятка мечей показывает, что ваш прошлый этап жизни полностью завершен. К старой жизни вы не вернетесь уже никогда. Вы изменитесь, очень сильно изменитесь в скором времени. Из гадкого утенка вы превратитесь в прекрасного лебедя. И, конечно, забудете о прошлом раз и навсегда, о прошлых отношениях, о прошлой работе нелюбимой. Вот понимаете, тут именно у человека как будто бы совершенно новая жизнь. Вот он стал другим, и он не узнает свое прошлое. Он говорит, это не я был в прошлом, была, да, это не я в прошлом. Я уже себя не узнаю, я другой человек, другая личность. То есть ваша старая личность, она просто куда-то исчезнет. Интересно. Интересно, ведь эта новая жизнь, она будет насыщена яркими событиями для вас. Вы, может быть, будете общаться с кинозвездами или со знаменитыми другими людьми, понимаете? Вы еще повидаете мир, вы можете блистать в интернете, то есть пообщаетесь с людьми из разных стран. Вот что-то такое прям невероятно волшебное идет в вашу жизнь. Ну, вот такая 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.